Рыжий котик. Ах ты подлец. Травку кушает. Ой, красивый. Не видать. Куда ж ты, рыбонька, идешь, а? Ай, красавец. А, это соседский котик. Красивый. Эх, красивый. А тут делают работы пейзажисты. Организовывают бэк-ярд. Здесь ребята делают парковку, асфальтируют подъезд к дому. Тоже расписано все, несмотря на карантин. В школе еще сегодня почему-то тихо, хотя школьные автобусы я сегодня видела, проезжали. Интересно, занимаются, но судя по автомобилям, это, по-моему, преподавательский состав, значит, школа работает. А вон детишки бегают. Не факт, что... А, физкультура. Значит, школа есть. Во всяком случае, начальная точно. Учительница одела маску. Опять виноград. Светочка, Печенка, смотри. Его тут немерено в моем городе. Я думала, я тебе сниму всего лишь 2 дома, которые я раньше наблюдала. А сейчас, оказывается, его много везде. Даже там, где не ждешь. Кое-какие школьники на велосипедах приезжают в школу. Автобусы предназначены не для всех школьников, желающих, а только по определенному расстоянию, радиусу от школы. Да, школа. Классы заполнены в школе. Слышу, разговаривают, окошки открыты. Сегодня жарко. Эколь эксплоратор. В доме престарелых вон амбуланс. Такова жизнь.
На церкви тоже стоит опознавательный знак. Мыть руки, дистанция и все прочее. Вчера и позавчера от подруги получила сообщение. Это могилы служащих церкви. Это дом от прихода. Подсобное помещение. Там, по-моему, и живут служители. От подруги получила сообщение, что женился ее сын. И от одной приятельницы виртуальной точно так же получила фотографии. Так что люди женятся, несмотря, отмечают, празднуют, несмотря на изоляцию. Здесь раньше в этом помещении было карате и бокс, теперь находится барбершоп. Помещения сдаются.